Далее посмотрим, что внутри самой программы через прямое подключение к системе. Итого, расскажу, что здесь описывается. Первый экран мы называем информационным экраном. Собственно, он так и называется. Информация об устройстве. Здесь собрана воедино вся важная информация, которая может быть полезна пользователю для него лично, либо при обращении в сервис. Самые важные моменты. Так, версия приложения. Это, по сути, дубликат информации вот отсюда. То есть с шапки с версией приложения. Если вы не можете по какой-то причине подключиться, провалиться сюда, то посмотреть его можно здесь. Как вижу, здесь есть маленький баг, связанный с масштабированием длины строки, и дата не влезает до конца. Дата обновления. Нет данных. На текущий момент это функционал зарезервирован, не работает. Режим приложения. Это, соответственно, в каком режиме сейчас работает приложение. Блок-контроллер подразумевает данные, непосредственно полученные из электронных мозгов винтовки. Самое полезное и самое важное здесь это, разумеется, версия прошивки. Версия прошивки в любом случае всегда будет запрашиваться сервисом при обращении в него. Это очень важный момент. Можете сразу его и присылать. Дата обновления прошивки, соответственно, тоже не указана. Тип системы, то, как себя определила система, UUID и режим. Не обращайте внимания, это зарезервированная плашка под определенные гарантийные фишки. И настрел всего и текущий показывает количество выстрелов, которые сделала винтовка. Под выстрелом подразумевается цикл работы клапанов. Неважно, были шары или не были шары, был воздух или не был воздух, если подключен аккумулятор, вы нажали на спусковой крючок, либо каким-то еще способом инициировали выстрел, здесь добавляется, соответственно, плюс единичка. Выстрел разделен на два блока, всего и текущий. Под текущим подразумевается настрел в рамках сессии по питанию, то есть с момента подключения вашего аккумулятора. Вот вы подключили, сделали 100 выстрелов, здесь будет отображаться 100 или около того. Настрел всего, он будет складывать два значения. Ваш текущий настрел и то, что было настреляно по памяти микроконтроллера с момента последнего обновления прошивки. Настрел общий сохраняется примерно раз в 2 минуты от винтовки, и изменяется он достаточно медленно. Поэтому, сделав несколько выстрелов, тут же подключившись к винтовке, вы имеете все шансы здесь увидеть 0, потому что данные еще не переварились, не сохранились в постоянной памяти, здесь не будут отображены. Световая звуковая индикация. Это плашка включена или выключена, пищалка или мигалки, лампочки. Я думаю, это устаревшие данные. Мы их удалим в ближайшей версии прошивки, потому что пищалки на платах протеусов нет уже давно, а световая индикация, как единственный канал отображения экспресс-информации для пользователя, мы оставим, и он будет включен всегда, кроме Night мода, так называемого, то есть режима ночной стрельбы, когда винтовка будет сама принудительно гасить свои лампочки, дабы в ПНВ не высвечивать оператора. Так, логика операций тоже устаревшая плашка. Данные все эти внутри микроконтроллера есть, но сейчас они не обрабатываются и не используются. А вот блокировки — это штука важная. Самое главное, чтобы у вас не стояла пользовательская блокировка Yes. В противном случае ваша винтовка не будет стрелять. Собственно, вот и все. Просто диагностическая информация.